Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй расклад. Чего ждать? Что случится до конца 2025 года? Месяца июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Давайте узнаем. И понятно, что у каждого из нас свои ожидания, свои планы. Некоторые уже в процессе осуществления, разработки. Но, наверное, еще из-за премия предыдущих транзитов в начале 2025 года это все сводилось к тому, что или нужно было что-то решить, или самим на что-то решиться. И вторая половина года мы тоже где-то можем стоять перед выбором или фактом где-то неожиданным. И поэтому ожидается много эмоций, как и со знаком плюс, но так и, наверное, не очень. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но есть и те дела, которые потребуют нашего внимания и решения. Давайте с вами узнаем. И если мы говорим о транзитах, то почему с июня месяца я решила делать этот прогноз? Ожидается в самом начале июня переход Юпитера в знак зодиака Рак. И это более доброе время, доброе небо. Для нас самих позаботиться как о собственном благополучии, провести важные согласования. Я должна сказать, что для разного рода согласований, будь то вы пойдете к чиновнику, какие-то документы согласовывать, или это будет ваша личная жизнь. Тут больше концентрирует нас на нашем благополучии именно этот транзит. И вы его можете прочувствовать особо остро. Но, повторюсь, для всех знаков зодиака это доброе время, где Юпитер, если говорят, планета счастья, то вот как раз в знаке зодиака Рак он раскрывает свои добрые качества, ну, на полную программу. И второй транзит, это уже у нас июль. И здесь не все так просто. Это знак зодиака Уран. И Уран, мы знаем, это планета перемен, причем таких быстрых, революционных. Период с июля по ноябрь, мои дорогие скорпионы. Может быть, как пролог перед теми событиями на последующие 7 лет, когда с апреля 26 года планета Уран по 33 год окончательно обоснуется в Близнецах. Сейчас еще на момент расклада Уран находится в Тельце, но вот потом он перейдет в Близнецы. И в ноябре он снова вернется до апреля в Телец, как бы завершая начатую программу. А вот уже с апреля 26 года он будет вносить новые коррективы в каких-то других сферах жизни. Поэтому будьте внимательны. Вот на последующие 7 лет, вот эти несколько месяцев вам могут сообщить, как дать подсказку, что будет в центре вашего внимания. Ну, давайте посмотрим, что же случится, произойдет. Главная тема или ключевые события, которые ожидаются во второй половине года. И положим с вами рядом карту, которая будет соответствовать июню. Июль. Что случится или произойдет? Смотрим, конечно, с вами энергии. Энергии августа. Энергии сентября. Далее октябрь. Что случится или произойдет? Какие вопросы выйдут на первый план? Ноябрь или ваше состояние души. И декабрь. Перемешаю карты, и мы наше пояснение продолжим. Продолжим задавать вопросы. И первый вопрос. Что вас удивит? Вот что вас удивит? Это как неожиданность, чего вы либо не ждете, либо, ну, не предполагали. Что или кто появится неожиданно и к чему все идет. Попробуем эти три карты соединить. Какая может быть подсказка? Что исполнится? Какая правда откроется? И если мы уж спросили, чего же ждать, да, на каждый месяц, то какое продолжение следует? Итак, чего же ждать, что случится или произойдет? Вообще шикарная карта, которая перед вами открывает пространство, вселенную открывает, возможности открывает, возможность заработать деньги, возможность быть счастливым. И это как самое какое-то начало. Вы тут можете и сами реструктурировать вашу жизнь. Это туз земли или туз пентаклей. И это помощь, с одной стороны, как высших сил, или какое-то, правда, событие, информация, которая переформатирует как и вас самих, заставляя вас на что-то решиться. Или увидеть, что, ну, может быть, и события жизни развиваются не в той тональности, как вы это предполагали. Эта карта будет говорить, что мы можем и перестроиться,
если что-то не вписывается в те планы, которые мы составляли прежде. Но перезагрузка она есть, потому что туз – это единица. Это как семена нашего последующего успеха. И не случайно в этой колоде изображен мальчик, причем такой радостный. И книжка у него под мышкой, и где-то карта предполагает, что мы как раз учимся новому. Или мы не отрицаем какие-то перемены, новшества, нововведения, а мы обустраиваем свою жизнь, но в каком-то новом ключе. Но есть его величество опыт. Вроде бы и мальчик нам изображен, и мы говорим, что это как новое начинание. По тузу это какие-то новые возможности, безусловно. И здесь нам и прописано удовлетворение как бы от жизни или как первый шаг на пути к процветанию, возможность, ресурсы. Но на фоне осени, мои дорогие. То есть есть какой-то вот как вселенский, может быть, опыт, ваш личный опыт. Карта одновременно подсказывает, что то зерно, которое ты посеешь, или пусть это будет через отношения, да, земля или пентакли у нас часто как раз благополучие символизируют, или финансовый какой-то успех, ваше личное самовыражение, то вот такие плоды тебя и ожидают, причем совершенно реальные. Это не про что-то такое эфемерное, нет, тут конкретика. И у нас изображена бабочка. Помним, да, по физике эффект бабочки, от взмахов крыльев бабочки где-то на одной части континента, как будто меняется пространство. И это каким-то образом может повлиять на те события, которые происходят вообще на другом континенте или в целом нашем мире. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что же там на июнь. Персональная карта выходит двора, это король жезлов, это карта харизматичного лидера. И я бы сказала, это вот вам нужно быть таким лидером. Какого человека описывает карта? Понятно, что это как наставник, коуч, может быть и ментор. Почему? Потому что он призван вдохновлять, призывать, командовать, мои дорогие скорпионы. Но король жезлов, он сам не действует. Это тот огонь, боевой запал, который у него внутри, и где-то эта энергетика передается людям. Но сказать, что король жезлов, он как может кого-то вдохновить, но у людей могут создаться такие не совсем правильные впечатления об этом человеке, потому что, кажется, он проявляет участие, значит, сейчас будет и участвовать в моей жизни. А нет, эта карта не говорит, что этот человек или персона будет что-то делать за вас или за нас. Поэтому я и сказала в самом начале, это вам нужно примерить такие энергии на себя. Это вы можете кого-то вдохновлять, к вам могут обращаться за советом, а вы люди на самом деле сильные, знающие, но вы обладаете таким ценным качеством, когда вашим близким или дорогим для вас людям, или какая-то проблема создается, скорпион может бросаться буквально в бой, или засучив рукава, конкретно что-то делать, принимать такие участие. Но вот эта карта не предполагает вашего участия, поэтому руководство, советы, приказы или какие-то, ну, добрые напутствия, пожелания предполагаются, но сказать, что за кого-то вы будете что-либо делать или осуществлять, карта говорит все же нет. Или если вы сталкиваетесь с таким человеком, ну, почему-то на июнь вам выпадает эта карта. Так вот, если вы сталкиваетесь с этим человеком, ну, тут не замечтаться нужно тоже. Но эта карта для вас открывает как какие-то новые потенциалы или ваши таланты, мои дорогие скорпионы. Июль. Не спеши. Ну, тут и на июнь-то не надо спешить, потому что правильно оценить обстановку. Или вот две карты, которые будут нам свидетельствовать как начало второй половины года. Это может быть какая-то тема, проект, возможность, который вы будете обдумывать или перекладывать на наши жизненные обстоятельства. И тогда вот эта карта, эквилибрио, баланс. Мы называем эту карту умеренность, нам сам ангел говорит не спеши. Кстати, предполагает какой-то почетный компромисс эта карта и самоконтроль. Мы тут что-то еще и меняем, но это как какие-то настройки в связи с той информацией, которую вы получите, или с теми обстоятельствами жизни, в которых вы находитесь. Вам нужно, по сути дела, держать баланс и адаптироваться. Вот такой июль месяц. Вообще спокойный месяц нам предполагают. Я бы сказала, в июне-то ведь тоже. Август. Но, видимо,
куда-то не торопиться, и еще раз призывает карта. Может быть, это и, если нам сказали, самоконтроль, контроль за собственными эмоциями, чтобы вас, ну, никто не подкупил на эту эмоцию. И тут может быть самый разный мотив. На вас могут воздействовать где-то как и лестью, могут так и встречаться те люди, когда нам говорят какой-то негатив. Вот ни первое, ни второе не имеет значения по карте баланса, потому что это где-то сродни манипуляции. Сохраняйте вот этот самый нейтралитет, и я бы сказала, сохраняйте самих себя. И, кстати, вот этот транзит Юпитера в знаке зодиака Рак, вторая половина года для вас открывает именно возможность быть счастливым, обустроить свое благополучие, обустроить свой дом, мои дорогие. Вот где-то карта Великой Мощи, девятка, она и говорит, что твои тылы, дорогой Скорпион, должны быть сильные и крепкие. Более того, карта говорит, нужно подумать перед тем, как тратить куда-то силу, в чем-то участвовать, на что-то соглашаться. И важно будет иметь возможность отступить полшага назад вот за этот импровизированный забор. А если ты как будто выходишь, да, на какую-то тропу, вооружись этим самым жезлом. То есть какая-то поддержка, опора. И ангел нам показан на заднем плане этой карты. Где-то он говорит, ты уже многое сделал. Или есть, пусть не в этой колоде, такое значение в этой карте, ты сделал все, что мог. Поэтому теперь твоя задача адаптироваться, наблюдать и в зависимости от того, как меняются внешние события, принимать какие-то решения. Поэтому здесь какая-то возможность и одновременно защита. Иными словами, вот этот самый баланс между скоростью и где-то неспешностью. Давайте узнаем, что же там у нас на сентябрь. Это карта независимого человека, и в этой колоде карт нам буквально говорят «сияйте». Разные энергии, да, вот смотрите, король жезлов выпадает, и королева мечей или королева воздуха. И это карта компетентного человека, и это возможность радоваться, кстати. По этой карте это интеллект и правильная оценка ситуаций, событий. И если нам говорят «сияйте», это, я говорила, как независимость, и может быть, когда у вас есть возможность вот этого маневра, отступить полшага назад или словно уйти в тень, не ввязаться в какой-то вопрос, даже если вас кто-то словно подначивает, или держать вот этот баланс. Вот такие энергии предыдущих месяцев, они для вас открывают, я бы сказала, новое качество жизни. И более того, какое-то продолжение будет следовать. Во-первых, больше радости. Вы тут можете оформить какие-то документы. Вы здесь будете видеть более четче, чем на последующий период заниматься. Вот где-то перезагрузка своего рода в сентябре, когда есть то, что для вас имеет значение, а есть то, что никаким образом вы не захотите продолжать. И значит, даже если вы от чего-то откажетесь, для вас не будет это сложно. В конечном итоге это как груз забот каких-то с плечей ваших упадет. Будьте добрее к самим себе, мои дорогие, любимые скорпионы. Давайте посмотрим, что же у вас на октябрь. Вот вторая половина года, наверное, Юпитер в Раке вам дает возможность правильный какой-то не только баланс держать, а вот именно во что-то не ввязываться. Или какие-то события, куда бы, может быть, вы в предыдущий период и стартанули, а здесь вы себе остановите сами и скажете: дорогой или дорогая, вот так самому себе, вот тебе туда не нужно. И ведь эта карта завершения, восстановления. И все то, что я говорила по предыдущим картам, здесь, правда, спокойное течение жизни. Скорпион наблюдает. Год змеи. Змея, она у нас наблюдает, анализирует и только потом действует. Вот какие-то подобные энергии будут действовать и на вас, мои дорогие скорпионы. А может быть, и есть те дела, заботы, которые требуют вашего внимания, они касаются вашего дома, вашей личной жизни. И когда и вам самим не хочется с места в карьер. Спокойное течение жизни. Вот даже в планетарных транзитах где-то проходит то же самое. Но у вас много персональных карт. Это у нас королева Земли или королева Пентаклей. Это практик. Это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Это та, которую идею свою может переложить на реальность и сказку сделать былью, по сути дела, так. Это может быть карта как свидетельство о том, что вы будете что-то
либо менять в вашей личной жизни, либо наоборот вы ничего менять не будете, а только улучшать. Но даже и перемены, они предполагаются добрые. Или есть конкретный человек, может быть и так, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Это у нас Телец, Дева, Козерог. Может быть это как, будем говорить, Уран в Тельце, который уже как раз в ноябре возвращается обратно в Телец, и будут завершены некоторые вопросы, темы, которые были начаты прежде. И вы эти энергии тоже можете прочувствовать, потому что когда Уран находился в знаке зодиака Телец, а Телец — олицетворение благополучия, иными словами, где-то под карту подходит, да, вот эти, или подходят эти энергии, ну, вот этот вот небольшой реверанс, который Уран делает перед окончательным уходом в Близнецы, он как будто будет завершать то, что было начато ранее. Поэтому здесь какое-то больше определение, усиление ваших позиций. Хотя вокруг, я должна сказать, когда в раскладах выпадают, в моих, по крайней мере, раскладах выпадают две королевы и более, а вас могут сплетничать, мои дорогие. Или вы можете действительно быть в центре внимания, внимание к вашей персоне, но все же по карте королева Земли это, знаете, все вопросы благополучия, которые вы как раз к этому балансу и приводите. Давайте посмотрим, что же на декабрь. Но определенная усталость какая-то у нас есть и многозадачность. И карта нам говорит, просто отдохни. Вы, видимо, к декабрю окончательно как определяете, что вы будете продолжать, а что нет. Не торопитесь в чем-то участвовать, потому что самое важное может выглядеть как оставленное вами на потом. Вот нам вот эту монетку или какой-то предмет подсвечивают волшебным цветом. И вот этот цвет говорит, что вот есть то в вашей жизни, что вам всегда хотелось осуществить, но вы себя оставляли на потом. А может быть, чьи-то идеи или помощь кому-то. Мы ведь еще не знаем, как будут развиваться события. Потому что, ну, я вижу, что вас будут постоянно, как будто во вторую половину года, пытаться к чему-то приобщить. Вы от всего этого можете устать, мои дорогие. Поэтому посвятите буквально своим собственным планам. Не оставьте это на потом. Не включитесь вот буквально в какие-то мелкие вопросы. И мы часто так думаем, что вот сначала я сделаю какие-то дела, да, ну, буквально перемою посуду, наведу какой-то порядок. Ну, если порядок, то это только то, что касается ваших ценных направлений, то, что для вас важно, а не так, что посуда на первом месте, а она никогда не кончается. Но я аллегорически говорю. Или какие-то дела, заботы. А вот это как наша мечта. Ждет своего воплощения. И так вот этот свет волшебный постепенно затухает. Вот какая-то перезагрузка у вас может быть еще и в декабре. Ладно, пойдем с вами дальше. Что же вас удивит? Удивительно, мои дорогие скорпионы, правда, собрали вот уже у нас 3 королевы. Королева жезлов. И все же у нас выпадает пара. Вас может удивить конкретный человек и как он видит личную жизнь или построение отношений. Вас могут удивлять как какая-то информация, которую вы получаете, безусловно. Королеву жезлов отличает как раз умение правильно работать с информацией и правильно распределять деньги. Но это еще подразумевает карта, что мы храним молчание, нам буквально молчание помогает. И я должна сказать, молчание нам помогает вам, мои дорогие, в сентябре месяце, потому что прообраз королевы мечей – это Юдивь. И, как известно, она молчала перед тем, как собралась сделать очень важный шаг, благодаря которому она вошла в историю. Я не исключаю, что вас может и удивить какой-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, или имеющий в этом знаке асцендент, это у нас Овен, Лев или Стрелец. Но, в принципе, удивляют какие-то иные энергии. Вы что-то предполагали себе прежде или построили какие-то четкие планы, и вот здесь вам придется их корректировать, вторая половина года. Но для вас это необходимо, потому что вы как отстраиваете своего благополучия или добавляете позитива в свою жизнь, но энергии вот такие разные, с которыми вам придется взаимодействовать. А для кого-то, может быть, и правда, больше женщин в вашей жизни.
И неважно, кто меня смотрит. Даже мужчины, и мы не обязательно про личную жизнь. Это больше женской энергии, как и в вопросах работы или в каких-то согласованиях. Может быть, банально идете к чиновникам или решаете какие-то вопросы, юристы, адвокаты, и тоже вы будете больше контактировать с женщинами. И Скорпион это маг, великий и волшебник. Поэтому, с одной стороны, может быть, о себе не рассказать больше, чем следует, но и с другой стороны, какой-то правильный баланс в отношениях держать, и тогда вам это будет буквально помогать. Давайте тогда узнаем, кто или что появится неожиданно. Может быть, вот эта вся перезагрузка или какая-то даже трансформация, мои дорогие, ведет вас буквально к победе. Это у вас действительно что-то получается, и для вас это может быть неожиданно, как и сама возможность, и возможность успеха, во-первых. Это и добрые перемены, но это, если у нас выпадал самоконтроль, да, то это как самоудовлетворение или самодостаточность. Вот конкретно нечего добавить, вас это может где-то и удивить, или ваш успех прийти совсем не с той области, где вы этого прежде ожидали. Вы нам ведь говорили, что мы можем рассматривать новый вид деятельности или учиться чему-то. Не упустите, мои дорогие скорпионы, потому что здесь как будто во второй половине года для вас нужно успеть взять мечту, к чему все идет. И вот дальше запускается механизм каких-то очень добрых перемен. Посмотрите, опять же, это карта успеха где-то, это сила желания и сама по себе победа, Виктория, прописана в этой карте. Но мы и здесь и сами что-то можем, опять же, передумать, переформатировать, трансформировать, переделать. А для кого-то это конкретно к чему все идет. Может быть и к переезду. Или вот этот успех будет связан, как и с изучением чего-то нового, для кого-то работа. Может быть, из любой точки мира, я вполне такое могу предположить. И это как та перезагрузка, которая меняет ваше качество жизни и вообще как структуру каждого дня. Режим графика работы или когда ваши планы на последующий период тоже вынуждены будут пересмотрены, потому что открываются какие-то новые перспективы. И если мы спросили, к чему все идет, а ведь и правда продолжение следует. Но еще и по этой карте внешние события на вас влияют, потому что это старший аркан. И да, у кого-то по работе с переездом будет связано, а у кого-то и ваша какая-то перезагрузка, которая будет вам дана как будто свыше. Вам здесь высшие силы помогают. Вы чем-то будете довольны, мои дорогие скорпионы. Давайте узнаем, что же у вас исполнится. У нас две пары выпадают, обратите внимание. Правда, я могу сказать, раз две пары выпадают, как королева жезлов и король жезлов, так и все же, если это у нас можно отнести вот эти две карты, это сотрудничество по работе, и поэтому я могу сказать, есть у вас тот человек, который будет для вас, ну, как ключевым партнером, или тот, кому вы можете доверять, на кого вы можете положиться в вопросах бизнеса, работы, ваших достижений, но у вас еще и ваша пара по части личной жизни. Очень часто как раз пентаклевые карты говорят о любящих людях и тех людях, которые на взаимовыручку, поддержку могут прийти, если это необходимо, и одновременно и искренне порадоваться. Особенно в этой колоде, обратите внимание, мужчина нам как король пентаклей показан, и он держит хлеб. Это тот щедрый, который где-то готов делиться. Это добрый человек, который готов прийти на помощь. И если мы говорим, что исполнится, все же это у нас пентакли, поэтому какая-то ваша финансовая стратегия, тактика одновременно, может быть, она и меняется, но значит, вы что-то измените по максимуму в лучшую сторону. Неважно, с чего это начинается, да, у нас туз, как будто начало нам говорят. А здесь это могут быть и какие-то ценные вложения. Это когда исправление самой по себе финансовой ситуации, если имеется брешь. Это может быть и как партнер, правильный партнер по личной жизни, когда и дом полная чаша, и когда вам хорошо приходить домой, когда вы чувствуете определенную негу или дома именно, да, потому что дом – это наша цитадель.
В каком бы состоянии души мы ни возвращались домой, дом нас принимает. И вот здесь не просто сам по себе дом, который где-то тоже, ну, так входит смысл этих двух карт, потому что надежность, благополучие, но еще одновременно человек конкретный, когда вы себя можете, по крайней мере, чувствовать счастливым. Поэтому направление в сторону счастья на самом деле, мои дорогие скорпионы. Какая тайна откроется? Вы сами тут можете открывать какие-то тайны, потому что это искренности карта и аналитики. Мы можем где-то и выбирать направление. И мы спросили, что исполнится, если вы что-то новое изучаете. Не сомневайтесь, или приходит какая-то информация к вам, может быть, и в мае, когда вы смотрите это видео, вот оно вышло. Или вы смотрите даже позже, да. Но где-то возможность не упустить, я бы сказала, с первых месяцев второй половины года, начиная с июня. Не случайно же нам про баланс тут сказали. И где-то мы весь наш расклад говорим о смене направлений или какой-то перестройке, некоторой трансформации. Но это не трансформация, которая вас ломает, а это когда вы сами свою жизнь улучшаете. И быть честным самим собой, что исполнится. Вот то, что вы сами себе, мы по этой карте меняем направление. И что вы для себя определите, то и у вас, мои дорогие, исполнится. Но холодной энергии. Может быть, поэтому нам и выпадает королева мечей и говорит о себе много где-то, как и не рассказывай, не делись своими планами. Идею тоже можно украсть. Да и вот если ты не проболтаешься, то тоже у тебя что-то исполнится буквально так. Помните, счастье и удача любят тишину. Ну и не проболтаться. И если, к примеру, что-то налаживается в личной жизни, или вы встретите даже нового человека, который станет вашей поддержкой, опорой или близким другом, не рассказывайте много об этом человеке. Правда? Ведь много персональных карт, я уже говорила о том, что у вас, ну, могут быть такие персоны или вокруг вас, которые вас могут выспрашивать, что-то выпытывать. Поэтому к подобного рода вопросам будьте готовы. Но вы меняете словно направление, и меняется ваша жизнь. Какое продолжение следует? Мне нечего добавить на пути к Солнцу. Может быть, карта десятка жезлов нам как раз на декабрь говорит. Пришло время отдохнуть. И также об отдыхе нам говорят, ну, относительный отдых, девятка жезлов, на что потратить силы. И это у нас август. Ты сделал все, что мог, помните, да, я сказала. Но вот в декабре, может быть, или вот эта дорога к Солнцу, как новая, опять же, возможность для вас открывается, новый какой-то этап вашей успешности или успеха. Это карта энтузиазма. Поэтому какое продолжение следует? То, с чем вы определяетесь. Или то, что вы перестраиваете, реформируете, мои дорогие. Какое направление, я говорила, вы выберете. Это будет на 6-8 месяцев 2026 года. Карта Солнца. Это карта ваших возможностей и нового качества жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.